Добрый день, друзья, с вами капитан Дэн Змей, и это видео об этапах электрики в новом доме. Первое, с чего нужно начать, это сделать проект. Хотя бы просто список возможного оборудования по комнатам. Например, в Excel. Например, входной холл. Одна группа свет, 5 точек, розетки одна группа, питание домофона, роутера. Если есть теплый пол, если есть вентиляция, может быть какие-то еще нагрузки. Также по всем остальным комнатам. У нас получается список нагрузок, где мы видим, сколько чего у нас есть. Можно это сделать в Excel и там в табличке указать, какую мощность предполагается, какая нагрузка, где мы будем фен включать, где что. То есть, чтобы понять, какая вообще будет нагрузка. Исходя из этого, мы общую сумму считаем и принимаем решение, сколько нам надо мощности запросить у управляющей компании, если это возможно, если там нет ограничений. И, естественно, какой толщины кабель должен быть проложен в дом от распределительного щита. Всегда хорошо сделать это с запасом, потому что нагрузки много не бывает. Мало ли вы что-то увеличите, добавить Теслу или еще что-то, а у вас уже лимит, скажем так. Если мощность ввода ограничена, значит придется подумать, какие нагрузки делать основными, а какие второстепенные. Есть специальные силовые реле, которые можно через, опять же, токовое реле тока контроля подключать, и второстепенные нагрузки при превышении основными нагрузками допустимой мощности, они будут просто блокироваться, чтобы не было оверлоуда. Если есть доступ к одному распределенному счету, он часто бывает, особенно в частных домах, там где стоит счетчик, счетчик сам обычно пломбирован, но вокруг него там возможно что-то сделать и, может быть, договориться даже с управляющей компанией. Хорошо бы туда поставить автомат большего номинала, чем у вас будет стоять в доме, и с более медленно отключающей способностью, например, Е-класса, который создаст некоторую селективность. Если у вас будет небольшой роут в доме, он какое-то время еще будет работать, у вас вырубит автомат в доме, вам не надо будет бежать туда на улицу, особенно в плохую погоду это. То же самое, там хорошо поставить противопожарное УЗО, тоже они продаются специальные, селективные, и с током срабатывания утечки там 100 или 300 мА зависит от количества нагрузок, это считается. Да, ставят при опасности молнии возникновения, значит, ставят в этом же распределительном блоке УЗИПы, устройство защиты от импульсов молнии. Ну, это уже как бы здесь на тарифе не так важно. Далее, в основном щите дома хорошо иметь автомат или рубильник на входе, ну, на случай там отключений, ремонтов и так далее, чтобы не бегать опять же на улицу. А также очень полезно иметь реле контроля напряжения. Они бывают однофазные, они бывают трехфазные. Если вы будете видеть, что у вас, какое напряжение на фазах, они бывают с индикаторами, какие нагрузки, какие токи, тоже они все бывают такие. Их главная защита, то есть вы делаете уставку, например, 250 верхний срабатывает, 180 нижний, они срабатывают в случае, если у вас какие-то проблемы с входом, обрубился 0 или там на фазу паразитное напряжение попало. Короче, если она приходит за пределы, меньше или больше, оно просто обрубает линию. При желании возможности хорошо поставить силовые реле на так называемые отключаемые нагрузки. Его еще называют мастер-реле. То есть, когда вы выходите из дома, вы можете одной кнопкой или просто рубильником обрубать большую часть дома, оставив только, например, холодильник, если вы на время уходите, и там какие-нибудь роутеры, системы безопасности, домофон, ну и какое-то дежурное освещение, чтобы вечером пришли, у вас там точки что-то работало без включенного этого реле. Также на него можно поставить, опять же, на управление, на случай, если что-то там, да, будут какие-то проблемы с сетью с входной, она просто обрубит весь дом, чтобы туда не попали никакие паразитные напряжения. Не отключаем нагрузки, как правило, как я уже сказал, делается холодильник, роутеры и там какие-то камеры, там что-то такое. Значит, по количеству этих нагрузок решать вам, сколько у вас будет автоматов, сколько УЗО. Но есть такой нюанс, то есть в соответствии с вашей вот этой схемой, которую вы составите изначально, табличкой, значит, надо определиться, какие нагрузки у вас мощные, и они будут, на них нужно будет делать каждую отдельную линию. То есть это стиралка, например, она достаточно мощная, и это посудомоечная машина, у нее отдельную линию желательно сделать. И там плита, особенно отдельной линии. На кухне может быть 2-3 тоже отдельной линии, потому что бывают силовые приборы, микроволновки и так далее, чайники, чтобы они не попали вся кухня на одну розетку, на одну линию.
Какие-то розеточки в спальнях, например, можно объединить 2-3 спальни в одну группу, ну, для экономии, опять же, если вам надо сэкономить на автоматах и на кабеле проводимом, для того, что они там будут компьютеры, какие-то мелкие девайсы включаться, ничего мощного, и их можно смело объединить. То же самое группы света можно сделать объединенные, то есть можно сделать автоматы. То есть если позволяет бюджет, то, конечно, чем больше у вас разделенных линий, и на каждой стоит диф-автомат или хотя бы просто автомат, в случае аварии на одной из линий, все остальные у вас будут оставаться подключенными. В некоторых случаях бывает полезно сделать дополнительный маленький щиток в какое-то крыло дома или там, не знаю, в баню или еще куда-то, то есть помещение, которым вы не всегда пользуетесь. Там могут быть жить гости, друзья приехать, родственники. Значит, во время их отсутствия, если вы не пользуетесь часть дома, вам этот щит просто обрубается. И, опять же, если они будут жить, там что-то случилось, у них будет под рукой щит, где это работает. Но это как бы отдельная тема, это уже кто захочет сделает. Один из важных моментов — это выбор электрощита и приборов автоматики. Первый мой совет: главный щит лучше брать с запасом и по возможности все расключения сделать в нем, исключив распределительную коробку, которую испанцы любят делать отдельно внутри и сделать там ктулху. Вы открыли щит, вы все увидели, все, что надо, подключили, переключили, у вас от автомата идут проводочки, там где-то объединяются на клеммах внизу, и все это лучше промаркировать, сделать журнальчик, не знаю, страничку распечатать, повесить внутри щита, чтобы любой электрик пришел и там не разбирался долго, а сразу увидел, куда что идет и как это подключено. Вот. Также, что касается автоматов, если бюджет позволяет, есть у нас сейчас обширно продаются Home серия, так называемая, и Pro серия. Если есть возможность, надо покупать Pro серию, она более качественная, но она и более дорогая, и у них двойные там такие подключения, их легче расключать, объединять и так далее. Ну и вообще они более долговечные, более качественные. Про количество линий я говорил, то есть решать вам, где-то что-то можно объединить, если есть возможность там тоже не экономить, а сделать больше линий, больше автоматов, это удобнее, будет селективность. Если у вас возникли вопросы по этому видео и вообще по любой электрике, не стесняйтесь, пишите, звоните по контактам ниже, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Капитан Дэн Змей.